Я очень люблю печень. Печенку, как ее называют некоторые. Поэтому, когда узнал, что в Турции, в городе Эдирне, что на границе с Болгарией, очень вкусно готовят печень, немедленно отправился туда. Однако рецепт оказался очень простым. Настолько простым, что правильнее рассказать сначала о соусах, которые хорошо бы приготовить для подачи вместе с этой печенью. Вот это простой йогурт, который очень любят в Турции. Добавьте в него мелко нарубленную мяту. Меня вот что удивляет. Пищевая промышленность что в России, что в других странах выпускает йогурты с различными ягодами, с какими-то сладкими наполнителями. И никто не добавляет в йогурт чеснок. А ведь йогурт с чесноком, мятой, подсоленной, подперченной – это очень вкусно. Хоть куском хлеба обмакивай и ешь. А с долмой, а с голубцами. Знаете, как вкусно? Но что удивительно, с печенью, приготовленной по-турецки, йогуртовый соус тоже очень вкусен. Только чеснок через давилку не пропускайте. Порубите ножом. Это же не трудно. А соль подобрать по вкусу, да хорошего черного перца добавить – это не проблема. Йогурт нельзя взбивать блендером. Аккуратно перемешайте ложкой, чтобы он снова не стал жидким, чтобы сохранил свою густоту. А когда попробуете и убедитесь, что все хорошо, уберите его в холодильник. Пусть к столу подается именно холодным. Но если кто бывал в Турции, знает, как там любят соусы томатные, да еще и изрядно острые. Сейчас я еще раз покажу вам, как обходиться с красным сушеным перцем, чтобы его присутствие в соусе доставляло едокам удовольствие, а не нестерпимое жжение во рту. Примерно пол-ложки соли крупного помола растереть в ступке с сушеным перцем. А теперь просеять через сито, так, чтобы слегка покрасневшая соль просыпалась, а шелуха от перца, точнее его оболочка, и семена остались в ситечке. Соль с перцем добавьте в пюре из помидоров, из свежих помидоров. И сюда же добавьте добрую порцию кинзы. Получится очень вкусно, очень гармонично. Этот соус готовить не надо. Пусть тоже подается на стол холодным. А кинзы должно быть много, прямо очень много. Это должен быть томатно-кинзовый соус. Дело в том, что кинза, или как ее еще называют кориандр, удивительно хорошо гармонирует с печенью. Но точно так же хорошо к печени подойдет болгарский перец. Паприка, не острая, сладкая. Нарежьте ее крупными ломтиками, только семечки и перегородки, разумеется, убрать. Не сочтите за труд, ведь рецепт приготовления печени по-турецки настолько прост, что сейчас мы делаем, пожалуй, что самое сложное. В принципе-то без болгарского перца можно было бы и обойтись, но пусть будет и вкусно, и красиво. Поэтому перчик надо взять не только красный, но еще и зеленый. Перцы нарезаем примерно так же, как морковку на плов. Ведь даже когда мы готовим самые простые блюда, неплохо подумать об эстетике. Хорошая, вкусная, добросовестная еда должна выглядеть красиво и аппетитно. А саму печень готовить очень просто, но важно знать некоторые правила. Одно из них гласит: пленку, которая покрывает печень, лучше убрать. Дело в том, что при резком нагреве пленка очень сильно сжимается, корежит кусочки печени, выжимает из них все соки. Когда пленку убираете, печень получается намного нежнее, намного сочнее, если так можно выразиться,
о приготовленной печени. Печень можно взять баранью, говяжью, телячью. Самое главное, выбирайте красивую, ровно окрашенную в коричневый цвет. Под ее пленкой не должно быть никаких уплотнений, никаких белых включений. Ну а желчные протоки, разумеется, лучше вырезать. Печень нарезайте средними ломтиками. Слишком тонко не надо и слишком крупно тоже не надо. Каждый ломтик печени ровно на 2 укуса. В Турции, в Эдирне, печень обсыпали мукой и солью. А я взял смесь для кляра, сухую смесь для кляра, которую купил в магазине. В принципе, можно посыпать и мукой. Но я взял именно смесь для кляра, потому что решил несколько усовершенствовать рецепт. Посоленную печень перекладываем в смесь для кляра и густо обсыпаем со всех сторон. Если готовить с одной только мукой, то уже можно начинать жарить. Только жарить необходимо в большом количестве масла. Именно разогретое масло должно жарить печень. Не горячий борт казана, не разогретая антипригарная сковородка, а именно масло. А теперь внимание! Я беру очень холодную воду и развожу смесь для кляра. В принципе, кляр можно сделать и самим. Из муки, яиц, каких-то других продуктов. Что в интернете, что в любой кулинарной книге вы можете найти десятки рецептов самого разного кляра. Подберите тот, который вам подходит лучше, который вам по вкусу хорошо подходит. Но и магазинный покупной кляр сработает не хуже. Уверяю вас. В кляре не должно остаться ни одного комочка. Его должно получиться достаточное количество, примерно равное по весу самой печени. А кроме того, он должен быть в меру густым, чуть гуще, чем тесто на блины. Работая с кляром, необходимо помнить правило, что кляр должен быть использован очень быстро, иначе пузырьки из него все выйдут, и останется плоское, очень неинтересное тесто. А кляр должен облегать кусочки печени либо других продуктов пузырчатым, очень хрустящим, аппетитным тестом. Чтобы проверить, хорошо ли разогрелось масло, обжарьте сначала первую порцию болгарского перца. Перец не должен изменить цвет, он не должен потерять форму, он должен сохранять свою консистенцию, но запах от перца должен усилиться в разы. Понимаете, ведь перец-то можно было бы съесть и сырым, но обжаривая его, мы усиливаем его вкус и аромат. А вот теперь кусочки печени обволакиваем кляром. Блюдо очень простое, но готовить его лучше бы вдвоем. Один человек 2 руками опускает кусочки печени по одному в казан, а другой человек работает шумовкой, вылавливает капельки от кляра, едва только они зазолотятся, и убирает готовую печень. А как же узнать, готова печень или нет? Когда жарите печень в кляре, способ очень простой. Когда кляр зазолотился, получил приятный глазу, очень аппетитный цвет, тут и печень готова. Ну, в крайнем случае, раз-два перевернули и доставайте. Капельки кляра, разумеется, бывают готовы раньше. Они маленькие. А кусочки печени будут жариться несколько дольше. Но покуда сама печень не прогреется, кляр не зазолотится. Так что все абсолютно безопасно. На обжаривание кусочков печени уходит минуты 3. Но если масло слишком горячее, то кляр может зазолотиться несколько скорее, чем печень приготовится. Чтобы остудить масло, опустите еще одну порцию болгарского перца и, нагрев под казаном немного, убавьте. Видите, каким должен получаться перец? Его оболочка слегка запузырилась и довольна. Больше жарить не надо. А сейчас вы увидите, почему кусочки печени непременно должны плавать. Видите, один попал на бортик, и кляр к бортику пристал. Поэтому масла требуется много, но это не проблема. Если вовремя убирать капельки кляра, не давать им перегореть,
то масло после остывания необходимо перелить в чистую посуду, либо процедить, и его можно будет еще несколько раз использовать для приготовления аналогичных блюд. Или, например, для чебуреков, для беляшей, приготовление которых мы покажем в одном из следующих выпусков. А теперь у меня осталось еще немного кляра, и я знаю, каким вкусным получится лук, обжаренный в кляре. Только луковицу необходимо нарезать по меридиану, чтобы она раскрылась в виде хризантемы. Ну и попытаться разместить между чешуек луковицы как можно больше кляра. Если получится красиво, это будет здорово. А если получится не очень красиво, то это в любом случае будет очень вкусно. Иногда приемы очень простые, на практике оказываются достаточно сложными. Необходимо потренироваться, необходимо порепетировать. Но ничего страшного. Мы кулинарией занимаемся для получения удовольствия, для того, чтобы доставить радость нашим близким. Я вас уверяю, я вам обещаю, ваши гости, ваши родные будут в восторге. Подавайте печень со свежими салатами, маринованными овощами, зеленью и соусы. Про соусы не забудьте ни в коем случае. Ни йогуртовый, ни томатный. Один кусочек обмакнуть в йогуртовый, один кусочек в томатный, потом закусить болгарским перцем, свежим вкусным хлебом и зеленью, и салатом. Я знаю, многие люди не любят печень. Если вы сами, либо среди ваших близких людей есть такие, попробуйте начать именно с этого рецепта. Неудачное впечатление, которое крепко засело в памяти, подобно клину с самого детства, лучше вышибать другим клином, очень вкусной печенью, приготовленной по-турецки, по рецепту из города Эдерне, адаптированному Сталиком Ханкишиевым. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalik.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, вот посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталик Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталик Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные, вы получите и будете очень рады. Итак,
По Сберспасибо можно получить даже бесплатно, лишь бы заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого.